В частной клинике Нортбрук Харт Институт, расположенной в престижном районе Бостона и известной своим дорогим обслуживанием и узкой специализацией на лечении сердечно-сосудистых заболеваний, на больничной койке лежал пожилой мужчина по имени Гектор. Его окружали привычные звуки медицинского оборудования, равномерное пикание кардиомониторов, приглушенные сигналы аппаратов и тихие разговоры персонала в коридорах. Он был доставлен в клинику с серьезными симптомами сердечной недостаточности и уже более недели находился под наблюдением врачей. Однако с каждым днем счета за лечение увеличивались с пугающей скоростью, вызывая все большее беспокойство у администрации учреждения. Финансовые отчеты показывали цифры, которые давно вышли за пределы комфортного уровня, и руководство начинало нервничать. Трое лечащих врачей, доктор Брайан, доктор Хлоя и доктор Маркус, после длительного обсуждения вошли в палату, где находился старик, с холодными и сосредоточенными выражениями лиц. «Мистер Гектор, нам необходимо обсудить вопрос оплаты», — начал Брайан, не отводя взгляда. «Срок, о котором вы говорили, истек, но платеж так и не поступил». Лицо пожилого мужчины дрогнуло, морщины на лбу стали глубже, его губы слегка задрожали, прежде чем он тихо ответил. «Я понимаю, правда понимаю, но я уже говорил вам, мой сын все оплатит, он просто сейчас занят на работе, но обязательно приедет». Хлоя, которая была самой нетерпеливой из всей троицы, скрестила руки на груди и холодно произнесла: «Мы понимаем, что ситуации бывают сложными, но клиника — это бизнес, и другие пациенты тоже нуждаются в лечении, особенно те, кто может его оплатить. Я просто прошу еще немного времени», — умолял Гектор. «Всего 1 неделю, и я уверен, что к тому времени все будет решено». Врачи обменялись скептическими взглядами, и после короткой паузы Маркус, до этого сохранявший молчание, сказал: «Хорошо, мы даем вам дополнительную неделю, но если оплата не будет произведена, нам придется принять серьезные меры». Старик кивнул, испытывая смесь облегчения и тревоги, а врачи покинули палату, сохраняя на лицах выражение недовольства и сомнения, поскольку каждый день пребывания этого пациента означал для них потерю значительных средств и возможных бонусов. Сам же Гектор остался один, погруженный в тяжелые мысли и надежду на то, что его сын все же появится. Следующая неделя тянулась мучительно медленно и стала для него настоящим испытанием, в то время как врачи все больше раздражались сложившейся ситуацией. Они вспоминали день его поступления. Он пришел один, в старой поношенной одежде, с потертой сумкой в руках, и уже тогда его внешний вид вызвал сомнения у персонала. «Вы уверены, что мы должны помогать этому человеку?» — шептала одна из медсестер Брайану. «Он совсем не похож на типичного пациента нашей клиники». Брайан тогда ответил: «Мы не можем просто игнорировать его, если об этом узнают. Это ударит по нашей репутации». С самого начала Гектор повторял одну и ту же фразу: «Мой сын оплатит лечение». Но с течением времени терпение врачей начало иссякать. «Мы теряем деньги из-за того, что он остается здесь», — сказал Маркус на одном из совещаний, а Хлоя добавила: «Он просто нас обманывает». В этот момент Брайану пришла в голову идея провести небольшое расследование. Он достал планшет и начал искать информацию о пациенте в открытых источниках и социальных сетях, и спустя несколько минут стало очевидно, что у Гектора нет зарегистрированных детей. «Он врет», — раздраженно произнес Брайан, бросая планшет на стол. Остальные врачи переглянулись, теперь уже с уверенностью в своей правоте. На следующее утро они вошли в палату с еще более холодными лицами. Гектор попытался поздороваться, но его сразу же прервали. «У вас есть 1 день, чтобы полностью оплатить лечение, которое вы здесь получили, иначе мы будем вынуждены обратиться в полицию и заявить на вас за мошенничество», — жестко сказал Брайан, глядя ему прямо в глаза. Лицо старика побледнело, его глаза наполнились слезами,
и он дрожащим голосом ответил: «Но я не лгу. У меня есть сын. Он придет, он обязательно придет». Его речь была медленной и сбивчивой, что еще больше раздражало врачей, и они, не желая продолжать разговор, покинули палату, оставив его в тяжелом молчании. Наступил следующий день, и, как они ожидали, никаких выплат не поступило. Терпение врачей окончательно иссякло, и они вызвали службу охраны. Охранники вошли в палату и без лишних слов схватили пожилого мужчину за руки. Его подняли с кровати и потащили по коридорам, а его крики эхом разносились по всему отделению, проникая в палаты других пациентов. Некоторые сотрудники и пациенты смотрели на это с сочувствием, другие же считали происходящее закономерным, ведь правила клиники были строгими. В конце концов, двери учреждения распахнулись, и его буквально выбросили на улицу. «Это больница, а не благотворительный фонд», — холодно пробормотал Маркус, наблюдая за тем, как старик остается снаружи. «Он получил то, что заслужил», — добавила Хлоя. Прошла неделя после этого инцидента, и в клинике начали происходить странные и тревожные события. Сначала поступил срочный звонок из отдела снабжения. Главный поставщик медикаментов внезапно прекратил поставки антибиотиков, которые были жизненно необходимы для лечения множества пациентов. «Это невозможно», — воскликнула менеджер, проверяя документы. «Мы соблюдаем все условия контракта». Однако спустя несколько часов поступил еще один звонок. На этот раз из Министерства здравоохранения, которое уведомило клинику о том, что она больше не имеет необходимой сертификации для проведения операций по трансплантации органов, что было одной из самых прибыльных услуг учреждения. Кроме того, было объявлено о предстоящей финансовой проверке из-за обнаруженных несоответствий. Руководство, наблюдая за тем, как ситуация стремительно ухудшается, срочно созвало экстренное совещание с участием всех сотрудников. В конференц-зале царила напряженная атмосфера, смешанная со страхом и недоумением. Генеральный директор, мистер Коллинз, вышел вперед и сказал: «Спасибо всем, что пришли так быстро. Я перейду сразу к делу. Мы выяснили, что стало причиной всех наших проблем». Все присутствующие затаили дыхание. «Чтобы вернуть все в норму, нам необходимо уволить 3 врачей — Брайана, Хлою и Маркуса», — продолжил он. В зале повисла оглушительная тишина. Врачи смотрели на него, не веря своим ушам. «Это не просто рекомендация. Это обязательное условие, связанное с нарушением этических норм в отношении пациента по имени Гектор Сальвадор», — добавил он. «Что происходит? Почему?» — растерянно спросил Брайан. Коллинз посмотрел на них и сказал: «Вы выгнали человека, чей сын обладает огромным влиянием и требует вашей немедленной отставки, иначе он уничтожит эту клинику». Хлоя тихо произнесла: «Значит, он говорил правду». Тогда директор глубоко вздохнул и начал объяснять. Оказалось, что Гектор много лет назад усыновил ребенка, но официально это никогда не было оформлено, поэтому в базах данных не существовало никаких записей. Мальчика звали Лукас, и он вырос, став владельцем крупной корпорации по производству автомобилей класса люкс. С возрастом Гектор начал страдать потерей памяти, и пока его сын находился в командировке, сиделка ненадолго оставила его одного, после чего он вышел из дома и заблудился. В какой-то момент у него начались боли в груди, и он оказался прямо у входа в клинику, где и потерял силы. Его приняли, но он не мог предоставить никаких документов и не помнил деталей своей жизни, повторяя лишь, что у него есть сын, который обязательно за все заплатит. После его исчезновения Лукас немедленно организовал поиски, и спасательная команда нашла его уже после того, как его выгнали из клиники. Когда Лукас узнал, что произошло, он пришел в ярость и использовал свое влияние, чтобы оказать давление на руководство.
В комнате снова повисла тяжелая тишина. Врачам дали время до конца дня, чтобы собрать свои вещи и покинуть клинику. Они пытались протестовать, умоляли о пощаде, говорили, что эта работа — их жизнь. Но директор жестко ответил: «Вы опозорили нашу профессию. Медицина — это прежде всего человечность». После этого они молча собрали свои вещи и направились к выходу. Каждый шаг давался им тяжело, каждый взгляд коллег ощущался как осуждение. Когда двери клиники открылись, они увидели перед собой Гектора и его сына Лукаса. На лице Лукаса была сдержанная ярость. Он посмотрел на врачей и сказал: «Вы недостойны называться врачами. То, что вы сделали с моим отцом, непростительно. Надеюсь, вы будете помнить об этом всю свою жизнь». Врачи не нашли слов, чтобы ответить. Их головы были опущены, а сердца переполнены тяжелым чувством вины, и они молча ушли, каждый погруженный в свои мысли, наполненные стыдом и сожалением. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.